Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте! Сегодня у нас на обзор попали короткие шипы Tornado Extreme. Ну, вы видите, у Сергея откуда травма? Tornado Extreme. Видишь слово такое Extreme? Ну, вы знаете, это известный факт, может быть, кто-то не знал, но тестировщик и обзорщик накладок – это профессия, которая входит в десятку самых опасных на планете. Да, Сергей, но мы вернемся к шипам. Tornado Ultra. Обрати внимание на размер шипа. Да, такой спелый шип, я бы назвал. Да, то есть довольно, я взял Tornado Ultra, чтобы сравнить с Tornado Extreme. Вот. Однозначно Tornado Extreme быстрее, чем Tornado Ultra, но и сами шипы. Здесь огромные, с насечками. А вот здесь, да, спасибо, Сергей подал. А вот здесь, обрати внимание, здесь более выше шип, и они более меньше, но тоже с насечками. Зачем, как ты думаешь, сделал разработчик именно так? Не имею ни малейшего представления. Ты же известный шиповик. Это надо у вас спросить. На самом деле, можно сказать, что за Tornado Extreme скрывается совершенно новый шип. Вот. А Tornado, вероятно, это как бы оставили дань уважения скорости, потому что довольно быстрые шипы. И, кстати, зачем такие быстрые шипы вообще создаются на планете? То есть утверждаете, что Tornado Extreme не перекликается? Не перекликается, да. Если посмотреть по структуре шипов, совершенно не перекликается. Это совсем, можно сказать, другие шипы. А для чего такие быстрые? Да, для чего такие быстрые? Ну, чтобы просто уничтожать, не давать шанса сопернику, который играет своими несчастными гладкими накладками у стола. Вот сейчас мы это все и посмотрим. Ну и обо всех нюансах, почему же все-таки Tornado Extreme другие, чем Tornado Ultra, мы сейчас и увидим. Сергей подыграть отказывается, поэтому я взял одного из многочисленных мастеров спорта Украины, и который мне подыграет. Начнем с подрезки. А на чем тестировать? Да, на чем тестировать. Я вот не показываю, скрываю это. Matador Texta Carbon от доктора Нибауэра. Это оффовское основание из серии Матадоров. Вот, очень контрольное, но в то же время офф. Вот. Два вида шипов я поставил. 1.8 красная и 1.5 черная, чтобы тоже где-то сравнить. Вот. Чуть-чуть поиграл, я скажу, что 1.8 тоже довольно плотно летит. Ну и вообще мы посмотрим в таких толщинах, каково это, быстро, не быстро. Вот. Конечно, есть производители и 2.0, и 2.2 заявил. Поэтому можно и ускориться еще быстрее. Но как опасно. видите, да, опасно. Вот кто-то переборщил. Итак, смотрим подрезку. Какие нюансы подрезки? Шипы имеют вращение, хорошо тянут, вот, поэтому какие-то сложности они не доставили сопернику, летел обычный мяч, где-то чуть больше, чуть меньше вращения. Но отмечу, что достоинство коротких шипов какое? Подают подачу, и ты так раз коротким движением можешь оставить короткий плоский мяч. И вот эти шипы очень хорошо эту идею реализовывают. Короткий плоский мяч, и затем, естественно, переходить в атаку в обмен ударами. Вот. Поэтому удобно, контрольный, управляемый, естественно, при толщине 1.5. Но довольно, ты знаешь, Сергей, первая такая пружинистая губка. Вот сейчас поиграем на каты, вот тут это не похоже так. Обычно как бы или быстро. Тензорные шипы? Вот как-то вот пружинят они. Либо вы стали лучше играть, либо увеличилась скорость и вообще качество игры. Я стал лучше играть, мне приятно, конечно. На самом деле, это такой шип, чтобы надо именно сверху играть. Не подбивать, а сверху прижимать его, потому что скорость очень большая. И именно доктор Нибауэр, разработчик, решил создать скоростные шипы. Какой-то, опять, противности, как и на подрезках, они не дают, но прям чувствуется энергия, что можно и нажать, и ударить, и контратаковать. То есть скорость. Особенно хорошо по восходящему мячу. То есть очень хороший контроль. Безусловно, 1.5, тут, чтобы добавлять, надо добавлять силу. И, вероятно, 1.5 можно использовать блоки.
подтянуть соперника, укоротить, ну, я имею в виду в такой толщине, вот, потому что, ну, прям скорости 1,5 сильно не дают, это понятно. А вот 1,8 уже летит довольно плотно, и даже на таком узком основании, ну, на таком, им есть же офф, плюс там, и более У быстро. меня назрел вопрос. Какой? Помните, мы тестировали основание, ракетку Фалька, Ну, и как эти шипы на их фоне звучат? Можно ли их сравнивать? довольно интересно. Давай ответим после блоков и контрудара. Вот тогда я точно скажу. Александр во время игры сказал такую фразу, что блоки какие-то конченые. Что он имел в виду? Ну, я не знаю, что он имел в виду. Ну, много мазал, конечно, но на самом деле мне было комфортно по восходящему подставлять. То есть просто направляешь вперед. Конечно, 1,5 подтягивает соперника к сетке, надо чуть добавлять 1,5. 1,8 очень комфортно со стола, просто вперед сразу все попадаешь. Ну, я говорю как нападающий. А если мы говорим за тех, кто полузащитник или allround игрок, то, наверное, 1,5 самое оно. Подтянул, мягко перевел, чуть крутанул. Вот. Ну, прям какой-то глобальной противности я, конечно, не заметил, несмотря на это высказывание нашего героя, но как бы... Звучит как бальные танцы. Подтянул, чуть крутанул. Очень понравилось. Со стола хороший, ну, видел короткое движение. Ну, ты сам смотрел, да, довольно много попаданий. Очень удобно переводить по прямой. Вот. Так что я как бы доволен. Превращайтесь в Хишивеня. Доволен. Надо попробовать самому поиграть. Меня интересует тут по подрезке. Давай, Сергей, посмотрим, если соперник срезает, как начало будет справа-слева. Удобно ли начинать? Нет такой конфигурации. Ну, я так посмотрел на эти двухходовочки и понял, что, наверное, эта накладка все-таки для, как сейчас говорят, продвинутых юзеров. Ну, Сергей, в принципе, что здесь такого? Накрутил и ударил накатом. Мне кажется, многие это смогут сделать. Удобно начинать, можно начинать плотно, можно начинать с вращением, боковым, даже топ-спином. Мы говорим, несмотря на короткие шипы, но все эти возможности дают. Иногда, знаешь, сам играя на турнирах, получаешь хороший запил, начинаешь, но начинаешь не столь плотно и получаешь контратаку. И вот здесь можно начинать не столь плотно, но низкая траектория плюс разное вращение все-таки, я думаю, осложнит контратаку соперника. Я вот, кстати, о чем подумал. А что если, так как здесь хороший контроль со стола, может быть и для таких горе-любовничков как бы подойдет эта накладка. Давайте сейчас попробуем, Сергей поиграет, попробует поподставлять и выскажет свое мнение об экстремальных шипах. Смотрим. Поехали. Сергей, как тебе новинка от доктора Небара? Ну, я скажу, если в какой-то определенный момент жизни сложилась ситуация так, что какая-то из частей тела у вас не двигается, смело заходите на канал ТТ Максимум и смотрите этот ролик и заказывайте по новой почте себе побыстрее Торнадо Экстрим. Выводы. Ну и что мы выведем из этих выводов? Ну, прежде всего, отвечу на вопрос Сергея, который был в начале. Чем Торнадо Экстрим отличается от Ясаки ПО, которыми играет Фальк? Вот. Скорость такая же, действительно похожа, пружинистая губка, но ты знаешь, отличия все-таки есть. Ясака ПО, на мой взгляд, помягче.
Эти шипы они пружинистые, чуточку пожестче. Вот. Точнее, и быстрее получается. Да, и немножко структура отличается. ПО имеет, на мой взгляд, снова посильнее зацеп. Здесь зацеп тоже есть, и, кстати, вроде бы таких насечек нет, шипы цепляют, наверное, за счет губки и хорошо выстреливают мяч. Ты знаешь, ну, объединяет их, наверное, то, что комфортный плоский удар. Вот выше сетки бьешь, летит довольно такая, можно сказать, пуля, и, естественно, ошибаешься, и сложно. Вот. Ну, за блоки ты сам попробовал блоки, что-то поиграл секунд 30 и в целом попадал на стол, просто подставляя ракетку. Вот, поэтому ну, довольно и хороший контроль. Нет, ну, я думаю, что все-таки эти накладки для агрессивных шиповиков, которые любят и в баре дать в морду, я бы сказал. Да, ты уже вот дал в морду. Вот. Но тут как бы я не совсем согласен, потому что ты знаешь, всегда есть плюс-минус. Есть ну, те, кто занимаются блоками. Да, просто берут и занимаются блоками за столом, да. Поэтому подставил, мяч очень быстро возвращается и можешь выиграть очко. Или же, например, меняешь направление за счет толщины губки. Вот, потому что очень хороший контроль у этих шипов. В целом довольно любопытная новинка, конечно, то есть для таких современных атакующих игроков. Все время Нибауэр создает такие, знаешь, там подводные течения, здесь неприятно, там неприятно, здесь вроде бы все приятно, а соперник не радуется, ему неприятно. Послесловие. Через время я отыграл этими шипами такой, можно сказать, боевой турнир, провел определенные исследования и хочу поделиться определенными небольшими нюансами, те, что мы, или я не нашел первоначально. Это я отмечу высочайший контроль при игре со стола. То есть вот со стола, я не знаю, такое ощущение, что 90-95% просто мяч взлетает, направляет его справа, слева, и неважно толщина, 1,5, 1,8, все летит довольно быстро, плотно. Вероятно, изобретатели, доктор Нибауэр как раз и ориентировался на такую скоростную игру по восходящему мячу, что является, естественно, современным. Начало по подрезке. Начало по подрезке очень удобно выполнять ударной техникой. То есть чуть-чуть подцепили и бьете справа, слева, и мяч попадает, ложится в стол. Тоже довольно необычно, потому что некоторые короткие шипы все-таки предпочитают зацеп и такую игру топ-спинами. Несмотря на то, что в видео я показывал здесь начало вращения, но кто обладает ударной техникой справа, у меня она довольно слаба, то, поверьте, вы откроете для себя массу нюансов в плане стабильности. Что еще отмечу? Отмечу, что этими шипами можно играть сверху мяча. Вот чуть сверху мяча и нанося удар, и снова мяч ложится быстрый и неудобный для соперника. Такие исследования Торнадо Экстрима. Изучайте теннис. До новых встреч!